Привет! Друзья, они подвестили нам итоги прошлого года. Ведь самое важное в жизни– это воспоминания и эмоции. А эмоций в прошлом году было хоть отбавляй. И это не только путешествие по природе, это путешествие исследования, путешествие с погружением в историю. Из самых эмоциональных было путешествие в долину Элла. Там, где Давид убил Голиафа. Могли ли израильтяне слышать Голиафа, когда он бросал вызов Богу Израиля? А еще мы проверим, как работает праща и как мог Давид так точно и смертоносно бросить камень и сразить Голиафа. Где он? Куда он улетел? Олег, я тебя не зашибла? Я же получила! Ну, где он вообще? Вообще не вижу. Дайте мне мужика! Ой, это не из той оперы, извините. Дайте мне воина сразиться с ним! Самое необычное путешествие было в кибуц Кетура, где мы увидели возрожденную древнюю иудейскую пальму, выращенную из финиковой косточки, найденной в крепости Массада. И мы даже попробовали ее плоды. Я не верю своим глазам. Материнское дерево этого финика росло 2000 лет назад, в 30 году нашей эры, во времена Иисуса. Но на этом мы не остановились и устроили слепое тестирование, в ходе которого выяснили, какой же финик самый вкусный. Джудиан за Юди. Но если выбирать из всех, я бы выбрала номер 4. Мое самое любимое место в Израиле – это Мертвое море. Но помимо самого моря, здесь огромное количество интересных мест. Путешествуя по карстовым провалам, мы нашли берег, усыпанный соляным жемчугом. А в уникальных горячих источниках Мертвого моря нами были найдены так называемые бриллианты. Я хочу вот до тех камней дойти. Неожиданностью было обнаружить вот такие арт-объекты. Вы знали, что в районе Мертвого моря выращивали уникальный кустарник афорсемон, из которого делали знаменитый бальзам? Какое-то время плантациями афорсемона владела сама Клеопатра. Эти плантации были подарены ей Марком Антонием, который получил их в дар от царя Ирода Великого. Идея найти фабрику производства этого бальзама не отпускала меня много месяцев. Ой, а здесь уже что-то интересное. Как интересно. Ой, Олег, слушай, мы нашли это. Ребята, вы видите вот это? Это голель. Ребята, этот округлый камень называется голель. Он весит порядка 5 тонн, и им запирали вход в производственное помещение. Ничего себе! Я могу летать! Знаменитую Кейсарию мы посещали не раз, но настоящим открытием для меня стал древний порт Кейсарии. И вот таким образом была выстроена искусственная гавань, которая могла вмещать одновременно не меньше 100 кораблей.
Галилея. Уникальный археологический парк с невероятно красивыми мозаиками, в том числе знаменитая Мона Лиза Галилейская. Такое количество мозаичных шедевров, как в Ципоре, больше нет нигде. В каждом доме на полу была мозаика. Представляете себе, что у вас есть редкая возможность заглянуть в мир тех, кто жил и кочевал по пустыне тысячи лет назад? Негев. Пустыня хранит много секретов. Кто бы мог подумать, что здесь есть древние наскальные рисунки, петроглифы. А еще в Негеве есть ферма, где выращивают лам и альпак. Альпаки созданы для красоты. А вы знали, что в пустыне цветут ирисы? Ежегодно на зимовку на соляные озера Эйлата прилетают фламинго. И среди них уникальный черный фламинго. Конечно, я не могла это пропустить и отправилась на фотоохоту. Своим глазом, неужели это он? Эйлат – это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Днем ты медитируешь, открывая для себя удивительный подводный мир. А вечером отрываешься по полной в одном из многочисленных баров. Невероятно, но за 25 лет жизни в Израиле я впервые посетила Иерусалимский рынок Махане Иуда. Нам делают кнафе. Кнафе – это что-то, это вещь. Халву нужно попробовать. Иерусалим в прошедшем году занимал в моей жизни особое место. Я возвращалась сюда снова и снова, открывая для себя все новые и новые места. Каменоломня Соломона, цистерна царицы Елены, друзья, место это просто фантастическое, как его эхо. Мостовая римского периода. Малая стена плача. Обалдеть! Посмотрите. Римские бани под Явскими воротами. Я в шоке. Ой, господи. Опа. Снимите меня отсюда. Ай, моля. Вот так вот я элегантно спрыгиваю. А начинался Иерусалим здесь, в городе Давида. Мы стали свидетелями уникальных раскопок, которые подтвердили достоверность библейских историй. И самое удивительное из них – история проруба подземного водного туннеля и спасения Иерусалима от ассирийского завоевания. Знаете, просто невероятные положительные эмоции. Археологические исследования в городе Давида продолжаются. Находка, которая шокировала археологов – нулевой храм.
И об этом я расскажу в одном из следующих видео. Мы поднялись на древние стены Иерусалима и погрузились в историю постройки этих стен. Здесь мы с удивлением обнаружили существование еще одних ворот, замурованных ворот, которые вели ко дворцу царя Ирода. Ворота, у которых Понтий Пилат вынес приговор Иисусу. Иерусалим неразрывно связан с Иисусом. Я каждой клеточкой своего тела ощутила ту трагедию, которая произошла в Гефсиманском саду, где Иисус молился до кровавого пота: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Храм гроба Господня. Я рассказала вам о самых неизвестных местах этого храма. This is the original one. This is Yeah, this one? Only this? Yes. Мы зашли в темницу Иисуса, которая находилась при доме священника Кияфы. Увидели лестницу периода второго храма, по которой римские воины вели Иисуса на допрос к Кияфе. Последние путешествия года были посвящены Деве Марии. Назарет – город, где жила Мария и где у источника она получила благую весть. Иерусалим – город, где она упокоилась. А закончили мы этот год празднованием Рождества Христова в Яффо и Иерусалиме. Друзья, я хочу пожелать вам счастливого года, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты. Пусть год будет полон радостных событий и счастливых моментов. Я желаю вам, чтобы объятия родных и близких дарили вам ощущение любви и счастья. Цените каждый момент своей жизни. Путешествуйте, наполняйтесь знаниями и эмоциями, даже если это виртуальные путешествия. Всех обнимаю. Спасибо, что вы со мной. Счастливого вам года! Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле.